Итак, друзья, стрим пошел, не пошел, не понимаю. И не понимаю, есть ли звук. Так, вроде бы 24 человека, но мне что-то... А, вот. Добрый вечер, я диспетчер. Так, раз, два, три. Интересно, как звук. Очень интересно, как звучок. Итак, смотрите-ка. Мы на станции метро Нарвские ворота. Станция метро Нарвские ворота. Приехав сюда погулять, не спешите рваться внаружи, в эскалатор. Пройдитесь по этой замечательной станции. В принципе, то ли глубокого, то ли не очень глубокого заложения 52 метра. Мы тут под землей находимся. Да, всем добрый вечер. Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня будем гулять в районе станции метро Нарвские ворота. У нас над нами шумит метро. Когда-то здесь, в торце нижнего павильона, вот еще на один пролет в глубину, видите, здесь отличается плитка по своей фактуре, по цвету. То есть раньше тут еще был один пролет, и там на стене была мозаика «Сталин за трибуной». Но там в 1961 году все это дело пофиксили. Плюс очень из интересного здесь моменты, вот эти горельефы, 12 штук, они здесь повторяются 48 раз, показывают свободно трудящихся советских людей. Здесь и деятели искусств, и рабочие, строители морские. Здесь и вот и всякие ткачихи, горнодобытчики, архитекторы, пахари. Короче, здесь все. Повторюсь, 12 горельефов. Можно походить, но опять же тот же самый потолочек. Красивенько. 55-й год. Дата открытия станции. Это входило в первую очередь метрополитена в Санкт-Петербурге. Изначально предполагалось ее назвать Сталинской, но тут еще будет один артефакт на самом верху. Там, где эскалатор, получается, что заканчивается, там над нами будет группа людей, которые стоят и смотрят на знаменосца, а по факту когда-то в центре там стоял Сталин. Да, друзья, переключу на себя. Вот я сегодня в жилетке и в толстовке. Сегодня у нас обещают невероятные плюс 14 градусов. Не знаю, как это здесь будет на почти юге города, но мы в районе Нарвских ворот, а Нарвские ворота, так же как и Московские ворота, были некой границей города. То есть была Московская застава, была и Нарвская застава. Отделяла такую историческую часть города уже от каких-то там трущоб. И только в советское время, после революции, начало как-то осваиваться, застраиваться и приводиться в порядок. Вот по этим-то районам мы с вами и пройдем сейчас. Онега с вами. Белому морю привет. Онежская губа, Онега. Всем привет. Ладно, переключаюсь.
Если целиком сегодняшний маршрут освоить, то это порядка 8 километров. Но все 8 я не пойду. Тут включается походы до Кировского завода. Видите, здесь знаменосец по центру стоит. По факту там должен был стоять Сталин. И все с трепетом и тревогой смотреть на него. Но не получилось, не срослось. Основное здание верхнего вестибюля, оно такое в виде ротонды, круглое. Плюс небольшое пристроенное портик прямоугольный. Опа, мы внаружи. Так, включу я, наверное, широкий угол. Нам будет получше виднее. Выходим и сразу по правую руку видим Нарвские ворота. Интересно и примечательно тем, что хоть Нарвские ворота были построены да, господи, русский мой точнее не русский мой родной, а язык мой родной меня подводит. Короче, в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года. Ворота построены, но построены, конечно, уже задолго после. Уже в 20-х годах 19 века. Сейчас мы с вами спустимся здесь в подземный переход. Поднимемся к Нарвским воротам. Здесь подземный переход торговый, оживленный. Тапки, носки, часы, трусы, выпечка. Такое типичный ширпотреб. Вот здесь посередине выход из подземного перехода, и мы ощущаемся, поднимаемся прямо к Нарвским воротам. Здесь у меня есть что вам сказать. Помимо того, что показать, буду пробовать еще в свои записки заглядывать. Так, тут про станцию метро. Давайте сначала про ДК Дворец культуры имени Горького. ДК имени Горького. Здесь у нас что интересного? Сам ДК. Тут панно революционное. Кировский универмаг. Нарвские ворота и станция метро. Вот тут у нас те объекты, которые являются здесь доминантами на этой площади у Нарвских ворот. Так, что у меня про Кировский универмаг, Кировский и ДК имени Горького. Здание Гигелло считается самым значимым произведением раннего авангарда. Оно стало первым и образцовым дворцом культуры в городе. Из-за экономических сложностей его строили из кирпича от старых построек. Перекрытия сделали деревянными. Несмотря на нехватку материала, получился убедительный образ пролетарского дворца культуры. Здание напоминает сжатый кулак. В 1937 году архитектор получил гран-при Всемирной выставки в Париже. Привет из Тихвина, привет. И напротив него располагается Кировский универмаг. И резко с ним контрастирует. Дворец культуры выглядит цельным и монолитным. Здание же торгового центра напоминает локомотив.
воплощает идеи динамики и изменчивости. Это достигается за счет приемов конструктивизма, полос сплошного остекления, столкновения разных объемов и форм, плоской крыши. При универмаге находится единственная в городе фабрика «Кухня», которая сейчас сохранила свое назначение. Тут работает Макдональдс. Там, где фабрика «Кухня» была, там сейчас Макдональдс. Отлично. Хорошо. Нарвские ворота интересны сами собой. К ним неплохо подойти, почитать, посмотреть, поглазеть, но это еще и музей. Я уже один раз как-то здесь проходил и ваше внимание обращал на это. Здесь вот по левую руку, по лесенке, вход в музей. То есть там можно на самый верх подняться. Видите, здесь есть... Ой, не знаю, давайте я дверку открою. Сегодня закрыто. Понедельник, вторник. А что, суббота? Суббота до 5. Ну все, мы сегодня опоздали. Но, в принципе, музей работает до 5. В среду с 2 до 8. Но, если соберетесь, то, конечно, в интернете сперва посмотрите. Да, всем привет-привет. Привет из Кирова. Никсамор 1. Привет. Вячеслав, привет. Друзья, кому не ответил, смотрел под ноги и смотрел, что вам показать. И чат не смотрел, но мысленно был с вами. Здесь у нас еще памятник Говорову. Был такой генерал. Я тут искушать судьбу товарищей полицейских не буду. Видите, тут стоят. В принципе-то, наверное, подойти можно. Хоть и зебры нет. Так, что у меня про него тут есть ли что-то написано? Наверное, про него нету. Но посмотрю маршрут, который я запланировал. Так, здание, да, Нарвские триумфальные ворота. Музей-памятник Нарвские триумфальные ворота. И памятник Леониду Александровичу Говорову, маршалу Советского Союза. Его именем, Ирина, спасибо за донат. Именем Говорова назван один из проспектов. Он в каком-то моменте идет параллельно проспекту Стачек. Это, можно сказать, у нас направление на Петергоф. Дальше там у нас Кировский завод. Дальше там у нас Пермяк, Соленые Уши. Спасибо за донатик. Рядом стадион Кировец и парк Екатерингоф. Александр, мы сейчас туда и пойдем. Трек включил, но часы не зарядил. У меня 10% зарядки на часах. Если что, я просто выложу маршрут на Яндекс.Картах. Я накидаю там точки, соединю их линиями, и будет маршрут сегодняшний. Да, спасибо за беспокойство. Приятно, что и помните, и меня контролируете. Сейчас продолжим путь через идем к Екатерингофу, к парку. Там у нас интересный момент. Речка Таракановка, Бумажный канал. Все эти названия так или иначе к чему-то, да, относятся. Речка Таракановка. Сейчас она соединена с Бумажным каналом, а когда-то речка Таракановка протекала прямо здесь. Вот, если вы представляете, вот вдоль Нарвских ворот здесь протекала река Таракановка. Собственно, она шла оттуда и где-то была здесь. Потом была засыпана, пересыпана. При реконструкции вот этой площади, при постройке этого подземного перехода, уже строителями были найдены опоры старого моста. Была попытка их восстановить,
сохранить, точнее восстановить и использовать в дальнейшем, но не так далеко проспект ветеранов. Наталья, проспект ветеранов далековат, ну честно далековат, пешочком ну такое себе, лучше сесть на автобусик наш бирюзовый и поехать. Вот, собственно, ну а бумажный канал, он связан, это название, с бумажно-предельным производством, которое когда-то было в районе парка Екатерингоф. Тепло, кстати, нормально, хорошо сегодня. Но да, если говорить про проспект ветеранов, то мы в этом районе. Это все у нас Кировский район. Так что как-то так, да. Пройдемся. Так, что тут в целом про район? Чтобы не молчать. До 19 века Кировский район был рабочей окраиной, а Нарвские ворота рубежом между исторической частью города и неблагоустроенными трущобами. Современный облик этого места интересен и разнообразен. Тут есть и шедевры конструктивизма, и сталинские дома, и памятники Петровской эпохи. Триумфальную арку, прославляющую величие русского оружия, построили к окончанию Отечественной войны 12 года. Но не построили к окончанию, а просто к победе 12 года. По замыслу императора под ней должны были пройти войска, возвращавшиеся с победой из Парижа. Изначально арка была деревянной, потом уже ее в камне сделали. А вот из-за спешки Нарвские ворота вначале сделали деревянными, и только через 20 лет их заменила каменная арка с медной облицовкой. Причем она немножко в другом месте стала располагаться, нежели изначально, первоначальная деревянная. Так, дворец культуры имени Горького я рассказал, Кировский универмаг я рассказал. Так, ну и пойдемте, ладно, к Екатерингофу, к парку. Слева у нас по нашему маршруту будет завод Кировец. Стадион Кировец. По левую руку сейчас у нас это здание общежитий военно-морского, этого как имени Макарова университета. Наверняка найдутся те, кто, обучаясь, жил в этой общаге. Ну, это, в принципе, уже сталинское время здание. А через дорогу у нас, получается, дореволюционные домышки. Да, друзья, напомню про конкурс. Конкурс еще не завершен. Можно продолжать писать кодовое слово «монастырь» под прошлой прогулкой. Вот. Так что еще есть все шансы. Один из наших сопрогульщиков применил метод подкупа, дабы выиграть в конкурсе, и занес сумму, равную сумме этих двух кружек. И я ему вне очереди их отправил. Вот так вот завуалированно сказал. Но это случай такой единичный, на постоянной основе я таким промыслом заниматься не собираюсь. Вот у нас по левую руку как раз стадион Кировец здесь. И, кстати, вам кое-что сейчас покажу. Здесь есть историческая фотография на стене по пути нашего следования. Вот здесь стадион Кировец, стадион с историей.
То бишь и стадион-то у нас, будьте здрасте, не первый год мячи видит с бутсами. До сих пор здесь тренируется команда Кировского района. Вот видите, слева вот эта фотография. Здесь еще на ней нет вот этого универмага, но зато уже есть станция метро, есть уже универмаг и ДК имени Горького. Угу. И нету, или есть, вот эта общага, слева общага, которую мы проходили. Не знаю, какого года эта фотография, но понятно, что уже после 55-го, после того, как открылось метро. Маша, да, здравствуйте. Александр М. задонатил. Привет из Мурманска. В Мурманске, наверное, уже белые ночи, нет? Как там у вас с долготой дня в Заполярье вашем? Так, парк. Вообще у нас сейчас началось время, когда очень многие парки закрыты на просушку. Тот же, скорее всего, Таврический, тот же Екатерининский сад. Да, многие сады закрыты на просушку. Но вот здесь парк Екатерингов не закрыт. Даешь бизнес в массы, торговля кружками и сувенирами. Ну, дядь Коль, да, можно, я в принципе могу, но какой мой интерес? Тратить время, заниматься упаковкой, вот этим всем. Соответственно, это ведет к удорожанию, так как я не оптовый покупатель, и я буду также брать из розницы и что-то там накидывать. У меня есть другое встречное предложение. Я могу, например, отправить какую-нибудь открытку из Петербурга к вам с приветом. Так, всем привет, надеюсь, все поняли, что это шутка. Вот, в каждой шутке есть доля шутки, дядь Коль, серьезно. Вот, я могу отправлять открытки за ваш донат, ну, например. Как вам такое предложение? И есть ли у вас такой интерес получить тематическую открытку из Петербурга? Вот, так. Мы, вот парк Екатерингов, получается, это остров. У нас по правую руку там Бумажный канал, а по левую руку, вот там чуть виднеется, это у нас речка Таракановка. Мы там через нее еще перейдем. Я думаю, по той стороне пройтись у нас получится. Подходим к еще одному памятнику. Так, памятнику. Так, парк Екатерингов. Памятник молодогвардейцам называется. Молодогвардейцам. В парке есть беседка. Есть пруд с уточками и с рыбой даже. Тут народ нет-нет, да. Ночью еще темная зима. Но я думаю, как бы у вас уже должно очень рано светлеть и достаточно поздно. Уже достаточно поздно темнеть. Светать, темнеть, я запутался. Так. Есть беседка, много деревьев, зелени, тропинки вокруг пруда. Хорошее местечко. Вот, Екатеринговская бумагопредельная мануфактура. Так, ну мы это еще попытаемся найти. И жилой рабочий квартал Путиловского завода. Через него мы тоже с вами попробуем проскочить. ОКБ рентгеновских приборов объединения Светлана.
Интересно, существует еще? Нет, но объединение Светлана, по-моему, уже снесли. Улица Косинова. Угу, ладно, сейчас петлю сделаем времени. Молвинский сад. Окей. Мы уже как-то прогулку начинали здесь из сада, из парка Екатерингофа, но там я двинулся в сторону обводного канала, и там вот это Степан Разин, вот это все. Та промзона была. Сегодня же мы пойдем с вами в другую сторону. Так, Ванс говорит: привет, хорошей прогулки, спасибо. Как парк называется? Где это? Кот-бегемот. Ой. Парк Екатерингоф. Я, по-моему, его уже 10 раз сказал, это название. Находится станция метро Нарвская, Нарвские ворота. За Нарвскими воротами. Екатерингоф. Так. Сейчас я озираюсь, как бы тут пройтись. Потому что все-таки еще, видите, сырые. Дорожки сырые. И не совсем комфортно. Вот приходится по земле справа-слева обходить. А земля тоже сырая, кстати. И я сейчас зафакаю все свои кроссовки. Йоу-йоу-йоу. Нехорошо. Но люди гуляют. Хотя, смотрите, в парке еще лед. В парке. В парковом пруду еще лед. Вот та самая беседка, видите, справа. Ротонда. Чайки-то там такие с размахом крыльев, как у альбатроса. Жирные. Так, ладно, здесь пойдемте налево. Парк Екатерингоф состоит из двух частей. Его разделяет там дорога в том направлении, но я не пойду. Так, раньше этот парк назывался 30-летие ВЛКСМ. Ну вот чему-то у нас исторические названия возвращают, а чему-то нет. Кто-то очень негативит по этому поводу и говорит: даешь все историчное, а с другой стороны, ну, а к чему? Что за историческая справедливость? А кто ее, эту справедливость историческую, оценивает? Судьи кто, как говорится. Но за Александр спасибо за пояснение, за ремарку. Да, нам надо выскочить из парка. Такое ощущение, что я не в ту сторону иду. Да, нам надо вон туда, налево. Давайте я прямо сейчас сверну. Качество картинки огонь. Пожар. Ой, так, я сегодня намерен все-таки больше 2 часов не гулять. И в эти 2 часа сегодня уложиться. Ходьбы здесь по району. Чтобы и вас сильно не утомлять. Так, что-то я запутался, я потерялся. Нет, это народ идет туда, к Нарвским воротам. А нам надо самолет. Вот, ребят, тут самолетик отпускают. Новые современные пенопластовые. Давайте вдоль Таракановки пройдем тогда. И на ту сторону, в Молвинский сад, зайдем. Там старый дуб должен быть. Может быть, может быть. Старый дуб.
Ну, блин, у меня такой вопросик встречный, кто старость оценивает, а почему именно здесь, что в другом месте нет? Или вы имеете в виду там из серии Петровский дуб, который на каменном острове якобы Петром посаженный растет, или Петровский дуб на Елагином острове? В чем старость-то? Дубов много, и старых, и не старых, я бы так сказал. Так, чтобы здесь прям принципиально, не знаю. Так, все, мы правильно идем по маршруту. Так, парк еще не закрыли на просушку. Я же сказал, Александр Пермяк, парки уже закрыли, еще неделю назад начали закрывать. Но получается, что не все закрыли. Но мне кажется, Таврический точно закрыли. Катькин садик точно закрыли, но это вот то, что в центре. Другие парки, вот как здесь, парк Екатерингов, он, знаете, во-первых, он громадный, а во-вторых, он используется как транзитное направление для людей, кто работает здесь в округе. То есть, чтобы его обойти, это или, во-первых, неудобно, или, во-вторых, невозможно. И люди вынуждены через этот парк идти. Вот те студенты, которые в Макаре учатся, им через этот парк от станции метро Нарская самое удобное ходить на учебу. Там вот им на Вольный остров идти. Самое то через парк. Кто пешком ходит, конечно. Он на картах, хорошо обозначен, хорошо. Дерево как дерево. А там про дуб. Просто старый дуб или там все-таки про него что-то есть? Интересно. Тут как бы и дворец Екатерины I есть, в том числе. Там вот, по-моему, как раз заборчик. Там сейчас конюшни. Тут летом идешь, и ветерок дует со стороны их. И такой вот этот хорошо деревне летом предстает к штиблетам. Вот это вот запахи, ароматы точно не ванили, но нас к тебе манили. Вот я сейчас по тому району, по той стороне речки Таракановки, сам пойду первый раз. И вот там все, что связано с Молвинским парком, там и Молвинский, парк, Молвинский пруд, Молвинский мост. Я, честно говоря, и признаюсь вам, совершенно сам не знаю, кто это, что это и почему Молвинский. Что это даже значит. На карте написано старинный дуб. Старинный дуб, хорошо. Парк-то такой достаточно, очень много дорожек. Вроде бы даже есть освещение. Видите, тут фонарные столбы присутствуют. Погода плюс 14. Сегодня метеорологами
метеорологами было обещано солнечно. Но вот как видите, не солнечно. Все утро, часов, наверное, до 12 было пасмурно, плюс 6. Потом тучи разогнало, стало солнечно, вот стало плюс 14. Это, кстати, первый день с такой теплой погодой. Ну и сейчас потихоньку обратно начинает закидывать, заволачивать все облаками. Вот, у нас через дорогу вторая часть парка. Там по зебре можно переходить. И там во второй части уже дворец Екатерины I находится. Но сегодня это не по пути. Вообще я не сильно люблю ходить по паркам, ввиду того, что достаточно скучно и однообразно история. По ощущениям это нормально. Я сегодня в жилетке и толстовке. Ну, в жилетке теплой. И толстовке. Вот я сейчас все. И в кроссовках. Мне норм. Я не знаю, как это случится, когда начнет смеркаться, похолодает. Там уже к 10, и меньше 10 будет. Так, идем по Молвинскому мосту. Начинают встречаться постройки, мне кажется, дореволюционные. Вряд ли их можно отнести к Петровским. Но в целом интересно. Вот там вот здание кирпичное с такой башенкой. Так, мы к нему пройдем, интересно, или нет? Сейчас я проверю. Нет, не пройдем. Не пройдем. Но очень похоже на здание ОКБ рентгеновских приборов. А может, это просто похожесть за счет башенки. Мы к метро Нарская пойдете. Олег, мы от Нарской начали, но через Нарскую мы снова пройдем. Да, мы здесь сейчас сделаем петлю, а потом на Тракторную улицу и там петлю сделаем. И к площади Стачек выйдем, если интересно. Да. Видите, мы уже 40 минут почти ходим. Так что где-то мы были. Мы не только тут круги по парку наворачиваем. Парк это так. Не основное. Так. Интересно. Тут, конечно, нас пытается тропинка вывести куда-то в жилмассив, но пока нам туда не надо. Я хочу дойти здесь до пруда Молвинского. Пруд Молво называется. Само место, где мы с вами идем, это Молвинский сад. Сам первый раз здесь. Хожу, головой кручу. Приятной вам прогулки. Спасибо. Вот. Хожу, башкой кручу. Сам первый раз. Прям как Сусанин герой. Идите вы нафиг. Я сам тут впервые. Слушайте, доносится запах шашлыка. Вот тут впервые уже начинают осваивать мангал в сезоне впервые. Как видите, люди абсолютно не чураются стакановкой. Сырые листья, грязная земля, полуразрушенные здания на фоне. Нормально. Зато не надо никуда далеко за город ехать. Это, кстати, одна из особенностей, то, что я здесь наблюдаю в Питере. Любовь людей к шашлыкам, но абсолютно отсутствие возможности куда-то выехать за город. Соответственно, люди прямо в черте города, в парках, где это можно. Понятно, что в Таврическом парке этого не сделают, но вот здесь
да, наверняка прям могут. А на востоке, там вот где между проспектов, даже не ветеранов, наверное, а в конце Ленинского, там юго-восточный, да, юго-восточный как-то парк есть. Там с аттракционами вот этими страшными, устаревшими. Там на 9 мая, на майские праздники, капец, что творится. Так, здесь сюда пройдем. Вижу вот здание бумажно-предельной фабрики. Небольшое здание. Хорошечно. Исторично. Да, прудик. Пруд имеет молва абсолютно правильную геометрическую форму круга. О, у меня тут цель сбора еще, оказывается, включена, а работать она не должна, кстати. Это я, чтобы не сбивать с толку, ее сейчас дезавуирую. Вот так, отключим К. Я на Рутюбе не запустил транслейшн. Ёлки-палки. А мне никто с Рутюба-то и не говорит. Друзья, рутюберы, или друзья, кто собирался смотреть на Рутюбе, сейчас я вам трансляцию запущу. Вот это косяк. И чем мне не нравится Рутюб? Тем, что надо вот эту лишнюю операцию делать. Да, на Рутюбе у нас получится, что без 42 минут. Друзья, кто на Рутюбе, привет. Вы на канале «Откройте Питер», прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня мы гуляем в районе Нарвских ворот. Вы на трансляции не с самого начала, или те, кто смотрит в записи, первые 40 минут мы от Нарвских ворот прошли через парк Екатерингов, и сейчас вот возвращаемся через парк Молва, через Молвинский к станции метро Нарвская. Вот впереди вот это здание у нас виднеется, извините, что пальцем, буду пальцем показывать, невоспитанный, что, насколько я помню по фотографии, это здание бумажно-предельной фабрики должно быть. Да, Екатеринговская бумажно-предельная мануфактура. Даже не фабрика, а мануфактура. Насколько я понимаю, сама эта мануфактура усиленная, она присоединена к этому 4-этажному зданию. И это все одно большое единое целое. Здесь нас встречают вот эти двухэтажные домики. Это так называемые рабочие кварталы, точнее кварталы, в которых жили рабочие Кировского завода. Так, я не понимаю, чат выходит или нет. Так, проверка напишу. Еще и ветрено, кстати, сегодня. Проверка. Нет, чат выводит хорошо. Вот такие замечательные домики, двухэтажные. Желтенькие, розовые, зеленые. Здесь, в принципе, недалеко одна из проходных Кировского завода. О, здесь ищут на работу старшего кладовщика, монтажника, диспетчера. Вот зарплаты. Кому интересно. Сейчас я вам приближу.
Сколько у нас работяги в Питере получают, пожалуйста. Такие вот маляра-строителя ЗП от 80, маляра по ремонту станков, комплектовщики, операторы, наладчики, ЧПУ. Так что, если что, показательный перст, да? Вот, бумага предельная мануфактура была. Так, что здесь? У нас улица Промышленная. Идем далее. Да, в целом здесь сейчас по Промышленной и должны будем выйти к метро обратно. Кстати, нет, да. В этих домах выскакивают объявления по продаже квартир. Я ради интереса их иногда посматриваю. И посматриваю, понятно, что не с целью купить, а с целью просто ознакомиться, как внутри был спроектированы квартиры. Насколько там удобные планировки. Прикольно, вот эта вот вся история, кстати, да. Это еще вот, видите, вот стена между двумя домами. Это, скажем так, рудимент еще Петровской застройки. И это мы еще с вами увидим там дальше на Тракторной улице, с той стороны проспекта Стачек. В целом, наверное, сейчас вам об этом скажу. Все вы прекрасно представляете и понимаете Невский проспект, набережные рек и каналов в Петербурге, что вся такая монолитная застройка. То есть дом к домику пристроен. И так в головах у архитекторов и жило здесь в Петербурге. И даже здесь уже строя в советское время дома, чтобы не делать этого разрыва, была построена эта арка и псевдостена, которая в принципе никакого функционального назначения это не несла. Чисто декор. Как будто бы у нас линия домов неразрывна получается. То есть это такой переходной этап, что ли, можно назвать. Уютненько, да, слушайте, местами уютненько, кто как. Высшая школа экономики здесь, Санкт-Петербургский. Возможно, не знаю, основное ли их здание здесь. Но опять же, типовая застройка советского периода. Очень много школ такого плана. Столовая. Опять же, все мы понимаем, что здесь такая промзона плюс-минус начинается. Работники Кировского завода на территория громадная Кировского завода. Кому-то ближе ходить от станции метро Нарвская, кому-то ближе ходить от Кировского завода, станции метро Кировский завод. Все зависит от того, где вы там на территории находитесь. Что бывает, что от Кировского завода ты 5 минут и на проходной, а дальше еще по территории завода полчаса идешь. Смотрите, какой там Брандмауэр нарисован на стене. Не знаю, что за здание, но у кого-то свой замок там нарисован. Да. Нет, слушайте, вот про погоду, если интересно, вот показываю, как я сегодня одет. Вот у меня толстовка и жилетка, и все, и бейсболка, джинсы и кроссовки. В принципе, не холодно. Единственный какой раз я так одевался легко, это было где-то в апреле.
тоже в первых числах апреля. Было солнечно, и я в толстовке в одной там выплясывал. Но это такой какой-то тоже одни выходные были, и дальше опять какое-то похолодание. У нас, в принципе, до мая сильно тепла-то не будет. Такое вот все плюс 10 что-то днем, наверное, будет держаться. Переключаюсь на город. Центр технологии судостроения и судоремонта. Написано здесь над входом. Таки-таки. Нормалдаки. Так, посмотрим, что тут у нас дальше из объектов. Тут опять Кировский универмаг. Опять Кировский универмаг. Там, скорее всего, нам... Нет, я через подземный переход, наверное, там не пойду. Я по зебре перебегу на улицу Ивана Черных. Да. У нас по левую руку как раз Кировский универмаг останется и ДК имени Горького. Ну и Нарвские ворота. Все там слева будет. Да, так и поступим. Здесь вот очередные двухэтажные домики у нас. Как еще все-таки как будто бы недоверчиво смотрят представители старшего поколения на меня, на человека с камерой. А, вот оно, здание рентгена. Ну-ка, перепроверим себя. Ай. Да, ОКБ рентгеновских приборов. Объединение Светлана. Ну и далее вот смотрим опять же вот это вот функциональное значение этой арки, что справа, что слева. Абсолютно никакого. А здесь в виде такого дворца это жилой дом, просто жилой дом. Кстати, с неплохим цокольным этажом. Не знаю, что там. Ну и вот такие. Конечно, похожие домики есть на станции метро Удельная. В районе Ломоносовской что-то есть. Точно не особняки на старой деревне, вот эти немецкие, точно не они. Но вот что-то Удельное, Ломоносовское. Ну и вот здесь, на Нарвских воротах, плюс-минус как будто бы одного времени постройки. Так, прямо как в Перми. Так, дайте я остановлюсь здесь, прочитаю. Прямо как в Перми гуляешь, в Питере Кировский завод и в Перми Кировский завод. И архитектура такая же, забавно. Ну, а время-то одно, Александр. Знаю эту улочку Ивана Черных, ЗДК, у метро Нарвская. Да, вот мы сейчас по ней пройдем. Даже удивительно смотреть на двухэтажки вместо высоток. Плененные немцы строили после Великой Отечественной войны. Да, это на старой деревне. Те особняки строили. Здесь-то это точно нет. Это все постройки еще 30-х годов. Тут ни про каких плененных речи-то и нету в этой местности. Хотя, смотрите, вот трехэтажный дом с выбитыми окнами. Хотя, что трехэтажный сказал, просто высокий цоколь. Так-то тоже двухэтажный.
Так, а как нам здесь-то выйти? Как будто бы впереди тупик. Тупик. Нам тупик не надо. А нет, нормально, мы тут хоть. Лево, право. Как раз вот у нас выглядывает уже Нарский универмаг. Точнее, Кировский. Интересно, вот люди куда там ходят? Ну, наверное, там живут. Дворами срезают. О, смотрите, точка респауна доставщиков еды. Наверное, велосипедов 20 в одном месте было, этих электродоставщиков. Опять же, вот понимаете, 30-е годы, конструктивизм. Чтобы плинкнуло, ну тут только я плинкаю, потому что у меня этот микрофон петличный подключен, и из-за него у нас не плинкает. Поэтому вместо плинка делаю я с ротом своим. Так что плинк. Спасибо за донат. Вот видите, мы здесь сделали круг. Вот станция метро, показалось уже Нарские ворота. Универмаг появляется. Так, сейчас я посмотрю, не забыл ли я сказать что-то здесь про на местности, про что-то. Так, универмаг Кировский. Так, рентгена, Нарские ворота. Так, ладно, все, здесь перебегаем буквально. У нас тут ограниченное количество времени на переход, поэтому я бегу. Хоп. Вот у нас улица Ивана Черных, туда уходит вглубь. А впереди, вот по направлению проспекта Стачек, у нас там площадь Стачек. И уже виднеется здание Кировского райсовета, но об этом сейчас скажу, не сейчас, а скажу чуть попозже. Так. Здесь про Ивана Сергеевича Черных памятная табличка. Внимание, не заостряю. Но здесь опять же из зданий советского периода 30-х годов нас встречает дом технической учебы. Так, Галина Алексашина, спасибо за донат. Вот, сейчас он, конечно, называется Дом мебели Нарский, но изначально это дом технической учебы предполагался. Напомню, что мы вот Нарские ворота, ЕДК имени Горького. По этой улочке мы должны будем с вами дойти до музея дома Гехта, музей Нарская застава. Нарская застава. В принципе, тоже музей небольшой, там всего 2 комнаты, но зайти, ознакомиться с историей Нарской заставы может быть интересным. Неплохая
история. Так, а про дом... Ты-ты-ты-ты. Вот, мы жилой комплекс на Тракторной улице впереди. Так, чуть дальше увидим. Школа имени 10 октября чуть дальше увидим. Кировский райсовет увидим. Сад 9 января увидим. Парк Екатерингов уже посмотрели. Здесь вот уже появляются все-таки дома снова до революционного времени. Видите, мы со стыла видим флигели внутридворовые, абсолютно никак не отделанные. То есть видим, как на фасад, да, как дома украшены, и как внутренние флигели. Абсолютно никак. Абсолютно никак. Так, музей Нарская застава, Кировский универмаг. Окей. Не пропустить бы. А не пропустить бы. Не пропустить бы. Дом-корабль. Да нет. Роман, почему у вас ассоциация с домом-кораблем? И что для вас дом-корабль? Во-первых, это не дом, это не жилой дом. Да, вот это все офисные помещения. Ну, теперь офисные. То, что мы проходим, как я уже сказал, это дом технической учебы был. То есть начало его. Я не знаю, насколько это вот продолжает, но, возможно, это техникум. Дом технической учебы — это техникум. Так, до Нарской заставы нам еще чуть-чуть пройти. И там можно будет делать разворот на Тракторную. А что такое дом-трактор, Роман? Что за дом-трактор? Я не в курсе. Понятно, что у нас на Кировском заводе по лицензии еще при Путилове, то есть при царе, Путилов-то при царе у нас завод начал строить, Путиловский завод. Начали делать трактора по лицензии, по-моему, английские или американские трактора, точные копии. Но отсюда у нас и Тракторная улица. Так, в моем городе Североморске есть такое же здание, его называют дом-корабль, впереди закругленный нос. Как вас. Да будет вам известно, в Петербурге есть целая серия домов-кораблей. То есть для нас дом-корабль — это тип, то есть обозначает серию определенную кораблей, где нет выдающихся, балконы не как здесь выдаются из стены, а стена плоская. И балконы тоже как бы все, похоже на этот пароход, господи, тихоокеанский лайнер какой-нибудь круизный, где у тебя есть просто стена, окошки и балкончики, и все это в одну плоскость. Строили их в брежневское время, при Брежневе. То есть нет как такового просто дом-корабль. У нас есть корабли.
Вот о чем я. Так, а что это за дом технической культуры? Это сейчас учебное заведение. Не могу на этот вопрос ответить, ибо сам в этом районе не живу и, в принципе, не имею возможности быстренько что-то вам показывать. И опять же, у нас с вами, все, кто новенькие, я не экскурсовод далеко. Я не беру на себя эту громадную ответственность говорить правду и только правду. Я всего лишь гуляю по этому прекрасному городу. Не всегда по всем прекрасным районам, но каждый район прекрасен по-своему, поэтому мы здесь. Привет, Пятигорск вас смотрит, спасибо, Марго. Так и вот, так и так. Здесь вот это одноэтажное небольшое здание, это как раз в нем у нас сейчас находится музей Нарская застава. Если вы уже во всех петербургских музеях побывали, то приедьте сюда. Вот, видите, музей, Нарская застава. Есть у нас историческая табличка, что здесь у нас был 6-й съезд РСДРП большевиков, который нацелила партию на вооруженное восстание. Но тут вся история какая? Это все еще 905 год. Это все еще 905 год, это Кровавое воскресенье, это парк, в который мы с вами еще заглянем, посвящен этим Кровавому воскресенью 905 года. И как раз после этих всех событий РСТРПшники и начинают вот это все свое сгусток густовать, дабы нацелить партию на вооруженное восстание. Вот. Классно, прикольный домик. Классная, прикольная. Так, кто меня будет гнобить за мои оговорки, я буду ругаться. И не всегда я начинаю говорить одно, потом хочу сказать немножко другое, у меня со склонениями начинаются путаницы. Так что, ну уж, и у вас есть два пути. Или переключиться, или привыкнуть. Я думаю, ничего критичного я для ваших ушей не говорю. Кровь из ушных раковин не вызываю, так что говорю как могу. Здесь мы уже совсем близко, практически еще чуть-чуть пройти, и мы будем у Балтийского вокзала. Ой, отсюда, кстати, виднеется купол Троицкого собора. Сейчас вам приближу. Видите, голубенькое там на горизонте. На куполе звезды шестиконечные, такие, знаете, еврейские. Ну, мы сейчас в современном обществе скажем еврейские, но понятно, что это не про них. Все недалеко. Все компактненько, как говорится. Петербург у нас компактный. Город компактный. Так. Тут вот тоже какая-то стройка началась реставрационная. Но на самом деле я надеюсь, что здесь реставрируют и восстановят это здание. Не знаю, как получится у ребят. Если бы хотели снести, наверное, уже снесли. А так вот исторические стены останутся. Какое-то офисные помещения тут. Ну такое, знаете, летом здесь, чем в принципе мне Кировский район прям нравится, что все-таки время его застройки, ну как и московского, это уже
хорошо, там 30-е, 40-е годы, потом война и послевоенное время. Районы очень зеленые, прямо кошмар какие зеленые. Здесь еще не так плотно натыканы дома, или уже не так плотно натыканы, то есть и в принципе натыкать уже и некуда с одной стороны, а с другой в принципе есть воздух, и есть пространство, и есть место для зелени, что вот нравится. Но вот опять же вот дом, по моим оценкам, ну наверное, ну это уже послевоенный, но начало 50-х. Следующий дом, это уже конец 50-х, это уже 59-й, 60-й год, этот кирпичный. Так, ой, так, что позавчера был на Болтах и офигел, через обводный напротив вокзала на стройке жесть. Да, там застраивается, там капец, там промзону сносят, и на месте промзоны новые жилые дома. Кстати, вот тут кусты немножко прореживают. Дом «Трактор» находится на каком-то проспекте возле проходной в Кировский завод. Там здание по центру и пара зданий по краям, типа колеса большие. Опачки, не знал. Ну, слушайте, это, наверное, на проходной как раз здесь. А дайте-ка я, пока идем, я сейчас на карте гляну. Это что-то на интересном. Так, видите, вот мы сейчас зашли во двор. Ну, мне кажется, каждый из вас узнает свой типичный двор, наверняка. Вот типичные пятиэтажки, дворы, парковки, какие-то игровые зоны, детские площадки. Так, смотрим. Проходная Кировского завода. Проходная Кировского. Так, где ты? Я лечу за тобою, растворяясь. Так, а где? Вот КПП. Так, проще загуглить, наверное, да, мне? Дом «Трактор», Санкт-Петербург. Так, что, стоим? Что, ждем? О, прикольно. Вот в этом здании, видите, верхние этажи. Не ошибусь, если скажу, что это мастерские художников. Уже в советское время, в принципе, художникам-то условия создавали. Опять же, тем художникам, которые... Там художники, скульпторы, вот эти все изобразительное искусство. Так, дом «Трактор». Домашние животные синий. Предлагает мне Яндекс. Санкт-Петербург. Магазин. Не. Купить. Трактор, демонтаж. Так, что-то мне не это. Не выдает. Дом «Трактор», колеса. Что-то не это. Не алло. Алло, пыщ-пыщ. Найти еще раз. Нет, слушайте, что-то про дом «Трактор» мне ничего не говорится. Если загуглите, найдете, скажите, пожалуйста, адрес этого дома. Не кто-то какой-то и какая-то бабка где-то сказала, а в принципе сколько вешать в граммах, как было в той рекламе. Так, вот, возвращаемся на Тракторную улицу. Не возвращаемся, а идем к ней. Таки.
Вот, кстати, моя заметочка про Нарскую заставу, про музей, что чтобы по-настоящему понять, что представлял собой Кировский район до и после революции, стоит посетить музей Нарская застава. Экспозиция занимает всего 2 комнаты, но провести там можно не 1 час. Охватывается история с 18 века по наши дни. Вы узнаете, как построилась Петерговская дорога, кто и как жил за Нарской заставой, какие здесь происходили события и как менялся облик района. И вот жилой комплекс на Тракторной улице, как раз вот из этих, буду их называть розовыми домами. Кому не нравится, что я это называю розовым, предложите свое наименование цвета, но пусть будет розовым, условно. Очень забавные балкончики. У кого-то крохотули, у кого-то подлиннее. Тракторная улица – это первенец среди жилых массивов Ленинграда. Квартал построили специально для рабочих, и он стал образцом экономичного жилья и разумной планировки участка. Здания не похожи на характерные для центра доходные дома с дворами-колодцами. 3-этажные корпуса удалены от магистрали и вытянуты вдоль зеленой аллеи. Именно с Тракторной улицы началось благоустройство старой рабочей окраины. Здесь опять же, видите, вот эта вот история. Абсолютно нефункциональная арка, такая полуарка, но имеет место быть. Давайте я пройду через двор. Так, был на экскурсии, проезжали на автобусе мимо проходной, экскурсовод так и сказал. Это дом Трактор, в Питере все его знают. Странно, что Google не выдал. Роман, если есть возможность, гугланите сами. Меня просто, видите, мне тут надо и идти и смотреть, и еще и во второй телефон что-то гуглить. Не совсем удобно. Клавдий Октавианович передал за проезд. Спасибо. Очень забавно. Смотрите, как окошечки маленькие. Мне кажется, это что-нибудь туалетная история. Может быть туалет, может быть ванна. Ванна с окном, например. Классно? Классно. Я бы вот хотел окно в ванне иметь. Выйдем на улицу, на дорогу. Вот здесь я никогда не видел и не заглядывал в те квартиры, которые здесь продаются. Я вижу здесь просто окна заложенные кирпичом изнутри. То есть людьми не используются эти окошки. Но окошки реально просто маленькие, да бойницы, просто бойницы для тра-та-та-та-та, отстреливаться от кого-то. Интересно. У кого-то вообще шины хранятся на 1-м этаже. Кочмар. Не знаю, будет. Ладно, оставлю так микрофон. С микрофоном боролся. Короче, здесь местный Плюшкин живет. Видите? На балконе вот хранит покрышки и какую-то макулатуру разную. Не знаю зачем. Совсем не знаю. Там проходных несколько, так что опять же ваши воспоминания может немножко уже там за давностью лет немножко замылиться и переиначиться. Это как бы свойство нашей памяти. Немножко интерпретировать. Может быть, это не совсем напротив проходной было. Это может быть это по пути или после. Вот. Так что аккуратней.
Вот, и здесь пряменько, вот прямо по нашему курсу. Как же там уютно, повторюсь, но, блин, класс. Да, Саня. Прямо у нас желтое здание по нашему пути. Это школа имени десятилетия Октября. Какой может быть школа, построенная к десятилетию Октябрьской революции? Самая лучшая и передовой. Здесь должны были обучаться школьники по экспериментальной программе, разработанной специальной комиссией. Тут устроили мастерские, лаборатории, различные кабинеты, есть даже обсерватория. Кроме того, в плане школа напоминает серп и молот, символ молодого советского государства. Но на плане это имеется в виду, если на эту школу, вот она пряменько перед нами, сверху посмотреть, то она отдаленно будет напоминать серп и молот. Ну опять же, вот наша история вот с этой полуаркой, чтобы дома были при совокуплении. Данность лет июнь. Ну, Роман, не исключено, вы были под впечатлениями. Реальность искажалась. Я не знаю, ну, Роман, если вы были, ну, карты погуглите, пожалуйста, прошу вас, умоляю. Может быть, мы с вами сейчас и туда дойдем. Но нужны точные координаты. Вот, школа, собственно, обсерватория, видите, у них здесь, конечно, уже листами железа все зашито. И наверняка, как обсерватория, не используется. Хотя, кто в этой школе учится или у кого дети, ну, интересно было бы прочитать. А мы тем временем выходим на площадь стачек. Здесь прямо по курсу у нас здание Кировского райсовета. Памятник товарищу Кирову. Ветренно. Так. Конструктивистский ансамбль проспекта Стачек завершило здание Кировского райсовета, построенное в 1935 году. Броское и запоминающее строение хорошо воспринимается издалека благодаря 50-метровой башне, напоминающей старые ратуши. Кировский райсовет считается лучшим образцом зрелого авангарда и первым общественным центром Ленинграда. И, друзья, смотрите, вот высота этой башни, и, кстати, на ее вершине там серп и молот. И они в темное время суток, серп и молот до сих пор светятся. Так вот, высота 50 метров. И глубина станции метро Нарская 52 метра. То бишь вот столько, но под землю. А что такое 50 метров? Это сколько этажей? Если какая-нибудь у нас хрущевка с потолками 2,5, то есть 5 метров это 2 этажа. Соответственно, это у нас 10-этажка. Ну, считайте, вот у нас стоит, перед вами стоит 10-этажка. И станция метро Нарская у нас на 10 этажей, получается, уходит под землю. Это такие совсем грубые прикидки. Не, ну слушайте, как будто бы обсерватория может быть у них до сих пор действующая. Там стекла, там не все зашито железом, а возможно какой-нибудь телескопик-то у них там и стоит. Не знаю. Так, сейчас перебежим здесь. Окажемся у памятника товарищу Кирову. Товарищу Кирову.
Так, здесь что? Тракторная улица прошли. Проспект Стачек. Школа имени 10-летия октября. О! Для меня тоже иногда было шоком, что вот площадь, вот памятник. За спиной у товарища Кирова какое-то здание. Казалось бы, наверное, тут администрация какая-нибудь или что-то. Но нет, это жилой дом. Самое интересное и самое любопытное, что здесь жилой дом. То есть сам райсовет у нас здесь, в сером этом здании. Мы, кстати, прошлую прогулку были, заходили в райсовет Московского района. Там у нас почта была. Проверь батарею. Но батарея-то вроде выдерживает, но давайте, раз вы вспомнили, да и я как бы нет-нет, да что-то в голове держу, подключу. Сегодня, кстати, мороза-то нет, поэтому батарейка не так быстро садится, но я подключу. Ать! Что у нас тут? Нормально, 30%. 30%. Александр Пермяк. Соленые уши, спасибо. Так, что, Роман? Как с поиском дома трактора? Так, жилой дом, дом советов. Опять же, вот кто-то пишет дом советов, а кто-то пишет райсовет. Ну, как бы понятно, что для меня дом советов это вообще все райсоветы и как бы вообще администрация города. Вот. Нарвского района. Так, ладно. Хорошо, здесь у нас что? О, кстати, да он очень похож на московский. В московском здесь слева вот эта вот ротонда. Здесь тоже полукругом история. Но у них еще башня сделана. Еще башенка. Здесь прямо за зданием райсовета у нас находится парк 9 января. Память событий 905 года. То самое кровавое воскресенье, когда, по-моему, Николай II даже и не находился в Петербурге, а отдавал приказы удаленно. Он даже не видел этой толпы, он, по большому счету, даже и не представлял, что происходит, а ему там подкидывали новостей. Он говорит: открыть огонь. И, ну, во-первых, нет, что я такое говорю-то? Это ж не тогда было. Это стачка, когда была здесь Нарвская. А кровавое воскресенье — это когда народ подавил друг друга. Ох, что-то я запутался. Ладно, лучше мне молчать. Пока не нашел, гуглю карту, изучаю. Вот и я так что-то пробовал, но у меня быстро так не вышло. Кстати, насчет закрытия парков. Вот сейчас мы, кстати, и проверим здесь на 9 января. Парк доступен или нет. Еще раз повторюсь, вот здание и здесь серп и молот на самом верху, они в темное время суток светятся. Имеется в виду серп и молот. Вот что вспомнил, факт интересный про ограду. Про ограду здесь парка. Сейчас подойдем к ограде. Я скажу. Вот у нас тут бегуны, спортсмены, велосипедисты, тоже спортсмены с доставкой. Совмещают приятное с полезным. Ладно, давайте тут уже сразу отсюда начну. Все наверняка представляют, ну или хотят представлять здание Эрмитажа.
Эрмитаж — это комплекс зданий, несколько дворцов объединены под одним смыслом. И главенствующее, конечно, здание — это Зимний дворец на Дворцовой площади. Зимний дворец. Так вот, если вы стоите на Дворцовой площади у колонны Александровского столпа, то вы видите, и повернулись на Зимний дворец, смотрите на Эрмитаж, то по левую руку от Эрмитажа там есть сад, Эрмитажный садик. Когда-то он был раньше огорожен до революции, прям до революции он был огорожен. Соответственно, была ограда. И уже после революции ограда была разобрана. Сад был освобожден, собственно. И ограду перевезли сюда. Поставили здесь, вокруг парка имени 9 января. Вот, Юрий Просвет и говорит. Вот, решетку взяли и перевезли сюда. И теперь вы можете на нее полюбоваться здесь, на Нарских воротах. Были уничтожены символы царизма, это обзову так, вензеля и орлы были уничтожены, а ограда сохранилась. Сейчас мы к ней подойдем. Фродо, привет. Вот ограда, например, кусок ограды, и понятно, что здесь дырка. Не знаю, насколько вам видно. Вот здесь был орел и там вензеля. В Омске сегодня плюс 14, было солнечно и очень тепло, гуляли с удовольствием, гуляющих было много, а в Питере людей почти нет. Людмила, неправда, мы с вами в том районе, где нет туристов. Если бы мы с вами сейчас оказались на Невском проспекте, там был бы аншлаг, так что не наговаривайте, прошу вас. Собственно, ограда. Понятно, что вот эта вся история кирпичная, она не воссоздана, а по новой сделана. Но вот сама ограда сохранилась. Например, вот здесь вензель, кстати, еще сохранился, а здесь не уничтожен. Здесь что-то, наверное, Николай II, может быть, Н2 здесь вензель. Вот орел сохранился, ничего себе. Значит, не все уничтожили. Да, и здесь Н2. И самый-то прикол, что материал, понятно, что это металл, но на примере той же ограды Михайловского сада, который у Спаса на Крови, вот здесь вот уже дырка, здесь утрачено. Сейчас в сам парк тоже зайдем. Аноним, спасибо, на кофе. Кстати, да, кофе горячий я обязательно выпью, потому что мне тут приходится сейчас, наверное, кричать. Опять же, микрофон и так все нормально записывает, но так как я себя плохо слышу из-за шумного проспекта, я начинаю орать. Вот видите, тут у нас немножко конфуз случается, штукатурка отпадает. Напомню, что у нас впереди Кировский завод. Здесь проспект Стачек, Кировский завод, далее там Автово. Так, что здесь? Памятник Васе Алексееву, проспект Стачек. Так, посмотрим, что я тут, осталось ли что-то. Так, про 9-е, сад 9 января. Кстати, смотрите, здесь водоканал.
А это знак, что здесь в парке бесплатный есть сортир. Так что вы тут будете не одиноки и все свои нужды справите, если что. Летом здесь в парке местные приходят загорать. Я, признаюсь, около 5 лет прожил здесь, в Кировском районе. И тоже сюда летом приезжал позагорать на лесопеде. Так, про парк. Точнее, сад. Сад 9 января разбили в память о жертвах Кровавого воскресенья, рабочих, которых расстреляли во время мирной демонстрации. Этот день стал началом первой русской революции, так что спустя несколько лет большевики решили увековечить эту дату. Интересно, что в качестве ограды сада использовали решетку, окружавшую Зимний дворец. После революции ее сняли, уничтожили символы самодержавия орлов и вензеля и установили на рабочей окраине. Вот так вот у меня записано. Что у нас здесь в парке есть на что посмотреть? Так, ограду мы посмотрели. Да. И здесь памятник Васе Алексееву. Его... А где он? А где же ты, где? Солнышко красное. В честь его названа одна из улиц в этом районе. Так, памятник Васе Алексееву, да. Так, особняк у нас там Воронцова и Дашкова еще впереди остается. А что это памятник зеленый стал вдруг? Ничего себе. Кто ж его покрасил? Просто я не помню, чтобы памятник, вот этот бюст, был зеленого цвета. Один из основателей комсомола, Вася Алексеев, умер 1919 год. Ну да, что-то он покрашенный, прямо такой жесткой масляной краской. Что у нас в парке? Имеется своя сцена, кстати. Возможно, здесь какие-то на районе мероприятия общественные происходят. Может быть, танцплощадка была в советское время. Где Вася? Ну вот Вася, вот он, Вася. Василий. Вася Алексеев. Один из основателей комсомола. Вот кто был в комсомоле? Пермяк. Наверняка вы были. Так что вот он. Дарья еще на кофе и круассан. Вот так вот. На круассан. Кофе стоит рублей 250 и круассан рублей 100. 150. Так, для общего сведения. Ой, ты такая, какая она спряталась. Хоть. Умная собака. Команды выполняет. Слушайте. Если как раз из-за дерева сейчас хоть сныкается. Нет? Да. Но она уже знает, что тут надо между елок ходить. Прикольный док. Я был комсоргом в армии. Ну, знаете, у меня есть такие знакомые, которые тоже вот в армии, вот и в школе, потом в армии, потом вот после. Вот это все. И знаете, они уже давно на пенсии, и они очень высоких постов добились в итоге по жизни. Так что это хорошие трамплины карьерные, участие раньше в этих всех комсомольских движениях.
Ну, пруд, как сами видите, вот небольшой, вот на весь этот сад такой небольшой пруд. Но летом, вот в те редкие дни жары, конечно, у воды полегче жара переносится. Кировский рынок был недалеко. Я сейчас даже и не помню, по-моему, от него ничего не осталось. Ну это же где-то вот дальше пустачек. Да, так, Роман, у вас удалось нагуглить дом трактор или нет? Или мы сейчас пойдем, у нас пока время остается, пойдем по проспекту Стачек далее. Или далее. Там у нас впереди, перед ЗСД, ждет нас особняк Дашковой, в котором сейчас находится ЗАГС Кировского района. Ну и сам Кировский завод увидим. И ДК имени Газа. Или, Роман, вас обманул экскурсовод, сказал какой-то факт, как будто бы всем известный, но, по-моему, он его придумал и съездил вам по ушам. Ну, вам, не вам лично, а всей вашей экскурсионной группе. Вот, кстати, это вот вопрос и претензия к экскурсоводам. Если вы что-то говорите, то вы должны говорить это абсолютно достоверное что-то, проверяемое, и чтобы за вас за это никто не притянул потом. Но как мы с вами сейчас видим, мы никак не можем с вами нагуглить никакой дом-трактор. Ну, потому что если вот вы загуглите синий дом, то, в принципе, в Питере оно есть такое. Ну, такие какие-то нарицательные. Да давайте дойдем до... Дальше, идем. У нас впереди там усадьба Кирьянова, так называемая. Это загородный дом княгини Екатерины Романовны Дашковой. От Нарских ворот мы, конечно, уже отдаляемся, и мы находимся сейчас где-то между Кировским заводом и станцией метро Нарская. О, кстати, боги, это вот прямо это, вот, ну, вот это моя мечта. Видите, здесь на уровне 4-го этажа, вот в квартире с ужасными окнами, есть выход на эту переходную арку. Ну и у этой квартиры есть тоже выход. Ну, где-нибудь здесь посередине у них, наверное, граница. Это кайф. Вот вы посмотрите, насколько плохие окна, да, деревянные, просто ужасные. У них есть своя дверь. У них есть своя дверь. Это шикардос. И даже подсветка, вот этой штуки, это фонари для подсветки дома. Вот это моя мечта. Иметь выход на террасу, так, даже вот пусть такую.
Там можно поставить стол, стул, может быть какой-нибудь качель, беседку такую, знаете, как дачные варианты. Я видаю иногда здесь. Это просто шикардос. И вот таких арок здесь на районе, в принципе, ну не то чтобы много встречается, но встречаются. Это интересно. Кому-то прям везет. У кого-то продолжаются, вот как на Тракторной улице, вот эти полуарки непонятные. Да, здесь вот слева прямо начало 50-х годов дома. Через дорогу 30-е, 40-е годы довоенные. Понимаете, здесь еще вот сталинский ампир, да, вы правильно подчеркиваете. Здесь еще планировки, не вот эти хрущевки маленькие. Здесь достаточно неплохие кухни. На кухнях есть кладовые. Вот тут арки такие, как в дворцах. То есть кухня там 9-10 квадратных метров. Плюс кладовая есть при кухне. Возможно, отдельная комната может быть. Здесь вот смотрите, балконы у людей. Кто-то даже стеклить их пытается, видите. Но мне кажется, это уже какое-то кощунство и коварство, и нельзя так делать. Но, ну, мама, я хочу отдельную комнату, и да, пожалуйста. А у кого-то балкончик такой вот маленький, французский. Ну и вот эти вот кварталы все, вот трех-четырехэтажные дома, это все кварталы рабочих Кировского завода. То есть вот чуть-чуть туда вглубь пройти, и там уже проходная Кировского будет. Кировский завод, повторюсь, громаднейший. Про него я чуть дальше расскажу, коротко, пару слов будет. Такая историческое немножко погружение, чтобы вы понимали, что Кировский завод не в советское время построен был, а еще до революции, начало 19 века даже. Впереди вот через дорогу это у нас так называемый наша ЗСД, западный скоростной диаметр, автодорога, которая разгружает город. Здесь опять смотрите, вот эти вот балконы. Да, не переходной, да, нет арки, но вот это вот в греческом зале, да, колоннады вот эти вот шикарнейшие. Кстати, да, здесь где-то хлебный завод Каравай. Да, вот здесь проходная Каравая. Или Заря, здесь Заря, но, по-моему, Каравай тоже, это все Заря туда входит. Сегодня ветер где-то вот с той стороны, а если бы ветер был с залива, то сейчас бы здесь шикарнейше пахло бы свежим хлебом. Здесь сейчас перейдем дорогу. Какие краски, да, вот закатное солнце дает такие шикарные солнечные разливы на домах. Небо шикарное с облаками. Так, я здесь начну перебегать. Дом ручных попугаев.
Ну, отсюда, где мы с вами идем, так что написали. Не-не-не, вот в этих домах все хорошо, а вот в домах, которые для рабочих делались, там возможно, там да. Вот в этих домах трехэтажные, там вот вопросики к планировкам. А то, что сталинского времени, 50-х годов, послевоенные, там, конечно, не как в доходных, но тоже неплохо. Итак. Что-то ничего у меня про это нету. Ты-ты-ты-ты. Усадьба Кирьянова, да. Ну, Кирьянова и Кирьянович. Странно. Особняк Воронцовой-Дашковой. Да, ничего особенного про него нету, но окей. Как я это когда-то себе представлял, здесь вот была дорога на Петергоф. На Петергоф добирались достаточно долго. И это был таким, возможно, путевым дворцом, в котором могла останавливаться знать, которая двигалась в летний дворец, в Петергоф. Так, миру мир немножко опоздала. Но ничего страшного. Стрим можно всегда и в записи посмотреть. Но вот весь этот комплекс, здесь есть и музей. Вот, видите, музей Нарская застава. То есть мы там у Нарских ворот были, и здесь продолжение музея. А в центральной части, здесь колоннами, в этом шикарном, с этой шикарной лестницей, но на самом деле функционально это очень плохо. Это ЗАГС Кировского района. Само здание желтое, а внутри, насколько я помню, все голубое. И поэтому у меня почему-то было в памяти, что весь этот дворец, он голубого цвета. Вот. Там на втором этаже находится зал торжественных бракосочетаний. Так, добрый вечер всем. Ставрополь с вами. Еще в сталинских домах можно найти ротонды. Одну такую мы нашли в начале 80-х около Фрунзенского универмага. Окей, но это Московский район, может быть. Там пошикарнее дома были. Так. Вот, даже видите, два кольца. Тут, конечно, цветы какие-то посадят. Ну, в общем, ЗАГС. Здесь ЗАГС Кировского района. Опять же, это ЗАГС, это не дворец. В Петербурге есть 4 дворца бракосочетаний. Так, что здесь написано? Что дача Кирьянова построена в 1783-84 годах. Архитектор Кваренги. Охраняется государством. Так, здесь отдел записи актов торжественного состояния.
хорошо. Как видите, вот проспект Стачек, это достаточно такая у нас история нагруженная. Здесь постоянно много ездит машин. Конечно, с открытием западного скоростного диаметра все стало получше. То есть большегрузы перестали по Стачек и по Краснопутиловской ездить. Но в том числе, смотрите, первый участок западного скоростного диаметра открыт в 2008 году. Сейчас длина ЗСД составляет 46 километров. Ой, какое солнце. Шикардос. Вот, этот западный скоростной диаметр у нас идет через остров Канонерский, Новосильевский и дальше на ту сторону, на Комендантский, Приморский район. Район Коменды. Ну и здесь уже вот прямо под аркой мы проходим. И нас начинает встречать стены, и вот эта зеленая ограда уже Кировского завода. Санкт-Петербургский чугунолитейный завод основан императором Павлом I в 1801 году. Это начало 19 века. В 1868 году завод не смог расплатиться с кредитами и был продан Николаю Ивановичу Путилову. В 1873 году завод входит в акционерное общество Путиловский завод. В 1900 году Путиловский завод становится крупнейшим металлургическим и машиностроительным заводом Российской империи. В 1917 году завод национализируется советской властью и в 1922 году получает новое имя Красный Путиловец. В 1934 году переименовывается в Кировский завод. И как раз где-то ведь в этом районе, где-то здесь Кировский рынок был. И здесь еще церковь была, по-моему, где-то. Не вот в этом ли домике? Да. Вот, там колокольня сверху, видите? Колокола висят. Бодряще надо. Уже горло не то чтобы саднит, но это сушит. Так, что здесь? Да, Путиловская церковь. Да, вот это здание, это Путиловская церковь. То есть, наверное, церковь-то была не на территории завода, а ее вот за забор вынесли. То есть вот там вот впереди, видите, дома. Вот те дома. И это все до тех домов тянется Кировский завод. И он тянется у нас прямо от самих Нарвских ворот практически. Да, там район жилой был для рабочих. Ну и там это все, считайте, Кировский завод. И плюс туда направо к заливу это все территория завода, ну как бы Кировского завода. Где-то вот здесь, вот Кировский рынок был, а наверное он и есть, только сейчас новое здание. Так, надо успеть перейти дорогу. Самый орденоносный завод в Союзе.
Где-то там солнечное затмение было. Чё это вдруг? Ну вот эти все стены, это у нас, ну, один цех какой-то, один из цехов Кировского завода. Ну, слушайте, вот, по-моему, Кировский рынок вот здесь. Но сейчас никакой таблички, ничего не осталось. Не знаю почему, сейчас подойдем поближе. Я вот эти надписи посмотрю на стенах. Так, в целом 2 часа мы уже от запланированных прогулялись. Ну да, смотрите, вот Нарский рынок, а тут торговый комплекс Кировский. Помню, читал, что Путиловский завод даже корабли выпускал. Но смотрите, там же как корабли. Путилов, товарищ, тот человек, который руководил и, можно сказать, создал Петровский фарватер. Прокопал канал по дну Финского залива от Кронштадта до здесь, до Большой Земли. Это ведь под его руководством дноуглубительные работы в канале делались. То есть канал это не что-то отдельное, да, а это вот в нашем нашем мелком Финском заливе, в нашей губе, для того, чтобы крупные суда могли пройти от Кронштадта до порта на Васильевском острове, ну и тут до стен Кировского завода, он проводил дноуглубительные работы. Собственно, соответственно, надо было землечерпалки построить, а во-вторых, надо было их ремонтировать. Вот ремонтировали их на острове Канонерском, там судоремонтный завод создан. Вот. Ну и сейчас вот Кировский завод. Посмотрите, сейчас вам такие интересные факты покажу. Смотрите. Вот у нас вывеска Кировский завод. А еще есть вывеска здесь справа: фитнес-хаус, здание с колоннами и вот это все. Так вот, до недавнего времени вот это двухэтажное здание, это был выставочный зал Кировского завода. Он как раз здесь вынесен за территорию и использовался именно как выставочный зал, то есть какую-то продукцию и что-то там могли демонстрировать, то есть не оформляя специальные пропуска на территории, вот это все. Но все, Кировский завод, там понятно, что кировцы до сих пор выпускаются, вот эти вот громадные трактора кировцы. Понятно, что уже не К-700, не К-701, вот эти желтые кировцы, сейчас уже новые кировцы новой серии, красные выпускаются, и все. Вся остальная территория завода, она отдана в субаренду. Здесь и сковородки делают, здесь и ванны делают, здесь что только не делают. Вот видите, там люди ходят на дорожке, спортсмены. И еще есть нулевой этаж. Там на нулевом этаже еще тренажеры у них стоят. Такая вот история. Ну и кто здесь жил и помнит, здесь давно был котлован. Очень много лет в котловане стояла вода. Там даже фундамент был залит, и в фундаменте вода стояла. Вот, все. На его месте построили форум. Новый торговый центр. А мы уже вот так незамысловатыми тропами, что называется, дошли до станции метро Кировский завод. Кировский завод. Проходная чуть левее. Опять же, станция метро в таком стиле греческого какого-то храма, какого-нибудь Зевса, Геракла, Геркулеса. Кто там? Где Рим, где
где Греция, не суть. Вот у нас, по-моему, вот эта улочка Васи Алексеева уходит туда вглубь, вплоть до тупика. Там что у нас? Автовская, наверное, улица будет. О, уточки летят косяками. Птица полетела, дичь. Кажись, при СССР на Кировский завод экскурсии водили. Но это не точно. Всякое могло быть, не знаю. Но вот все вот это здание, которое, в принципе, наверное, было административным, ну, видите сами, медицинский центр, аптека. Здесь как-то Банк Санкт-Петербург сидел, буквоед, улыбка радуги, косметика. Короче, все в офисные здания сдано. Ну, как бы в субаренду все арендаторам отдано. Что-то часы у меня пиликают. Товарищ нарушает. Через двойную сплошную, перед зеброй. Еще и задний ход. Зачем? Странный человек. ДК «Газы» на то было. Подождите. ДК «Газа». Ну вот, давайте, да, ДК «Газа». Имени товарища Газа. Что-то я про него забыл, да, сейчас. Станция метро Кировский завод построена тоже в 1955 году, как и Нарская. Глубина 50 метров. А и все, и про ДК «Газа»-то. Ну вот, справа от станции метро у нас здесь ДК имени Газа. Да, это, ну, в смысле газа не какого-то газа инертного там или углекислого. Это у дяденьки такая фамилия была. Вон за деревьями, в принципе, тоже, видите, оно небольшое, трехэтажное. Сейчас всякие там секции, всякие кружки у детишек. Здесь, видите, центральный заборчик, и там, где памятник, бюст газа стоит, к нему не подойти. Ладненько. Революционер, да. Все они немножко революционеры. Давайте здесь на фоне этого греческого пантеона практически говорю вам спасибо, что прогулялись от станции метро Нарская и вокруг нее аж до Кировского завода. На все про все у нас ушло 2 часа. Весь маршрут примерно 8 километров. Это я уже до этого. Так, Юрий 100 лет не был на станции метро Кировский завод. А ведь почти 3 месяца пришлось ездить на практику на завод «Волна». На маршала Говорова. Окей. Итак, да, все, спасибо, заканчиваем. 2 часа, я думаю, достаточно. Конкурс продолжается. Пишите «Монастырь» под прошлым видео, под прошлым стримом, где мы прогуливались на Московском проспекте на Новодевичьем монастыре и кладбище. Разыгрываются 2 кружки с символикой Санкт-Петербурга. Все, друзья, за сим долго не растягиваю. Пока-пока.